Друзья, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Я сегодня сижу на полу, потому что я искал лучший ракурс для размещения моих хищников, и чтобы было видно и хищников, и меня, пришлось сесть на полу. Да, Луна? Папа сидит на полу? Она не понимает, почему я на полу, она на диване. Итак, сегодня я хочу поговорить о хищниках, о хищных растениях, о тех, которые присутствуют у меня в коллекции. Все мои наблюдения, видео будет не совсем коротким, да, потому что я хочу рассказать прямо, что я заметил за ними, за хищниками. Да. Первый момент, который я для себя понял, это очень простые растения на самом деле. Я всегда считал, что они какие-то сложные, да, такие причудливые, очень какие-то такие невероятные. На самом деле очень легкие в уходе. Главное всегда их поддерживать влажными. У меня еще есть один Непентhes, я вам вставлю фотографию. Его таким влажным, как остальные, поддерживать не нужно. Он должен быть полит. Но мы сегодня поговорим больше об этих растениях, да? Так, смотрите, у меня есть разные саррасении. Саррасении это вот такие растения, которые имеют форму трубки. Да? У меня есть вот такие малышки. Это у нас дроссера. Вот дроссера и вот дроссера стоит. Да, есть у меня пингвикула одна. Не знаю, видно ее в кадре нормально или нет. Но я вам ее покажу в любом случае. Пингвикула. И есть еще вот венерина мухоловка Диауэя. Я вам напишу ее название правильное на экране, да, как называется по-научному. Так вот, все эти растения, которые вы здесь видите, я держу вот в таких своеобразных, да, плошках. То есть просто плошка, любая плошка с водой. Вода должна быть дистиллированная, это мы сейчас говорим о поливе. Не нужно использовать, как минимум, вода должна быть фильтрованная, как минимум. Ни в коем случае нельзя использовать воду из-под крана, потому что очень сильно эти растения начинают портиться. То есть они погибают от хлорки, от всего прочего, да, от каких-то металлов тяжелых и все прочее. Я использую дистиллированную воду. Также вроде как можно использовать дождевую воду, если у вас есть такая возможность собирать такую воду. Сажаю я их в грунт из торфа, чистый торф, без добавления, торф с перлитом, 60% торф, 40% перлит, да, верховой торф. Сажаем в это во все путем перевалки. Я их сажал путем перевалки, они идут обычно в маленьких горшочках, да, и я вот сажал их путем перевалки в эти горшки покрупнее, после чего, после пересадки, они начали выдавать вот эти трубки, например, вот эти, да, растения, конкретно саррасении, очень-очень большие. Я не знаю, повлияла ли это пересадка, или это в целом у них нормальный процесс роста, но всегда я их держу с водой. Если воды у них нет, они пьют очень много. Если воды у них нет, они очень быстро высыхают, эти трубки начинают опускаться. То есть, да, они показывают всем своим видом, что им нехорошо. Поэтому старайтесь, друзья, всегда иметь какую-то плошку с водой. Еще какой момент я за ними заметил, это то, что они любят яркое освещение. Все, кроме пингвикула. Пингвикулу я чуть притеняю вот эту, потому что она начинает гореть на солнце. Окна у меня выходят, где они стоят, на восток, и они себя там чувствуют прекрасно. То есть им хватает света, они начинают загорать активно, как вот эта, например, малышка, да, она очень активно загорает, прекрасно себя чувствует. Или вот такая саррасения пурпурея, вы можете ее видеть тоже на своих экранах. Она проявляет весь свой потенциал, всю красоту своего цвета. Тоже, кстати, достаточно такое популярное растение, в том плане, что среди хищников часто их продают пурпуре. И у нее появляются такие красные вены, и потом листья становятся сами красные. Если ее поставить где-то подальше от окна, она будет просто зеленой. Все зависит от вашего желания. Да? Специально их кормить не требуется, друзья. Если вы их купили, пересадили в свежий торф, они сами будут находить себе питание. Плюс у них старые листики начинают отгнивать. Так много всего хочу рассказать, давайте постепенно. Старые листья начинают еще отгнивать у них. Я их стараюсь не убирать, потому что тоже они при разложении выделяют питание растения. Да? Я читал, когда про них в свое время говорили, что кормить их не обязательно. Они из торфа берут пищу, и старые какие-то отмирающие части тоже для них служат потом питанием. Если, конечно, у вас есть какие-то мошки, комары, мухи, эти растения идеальны. У меня, например, в свое время бывает такая, периодически, если я чуть больше полью, проблема этими комариками земляными. Все с ними сталкивались, я думаю, у всех практически они есть в коллекции. И вот эти растения, дроссеры именно, дроссеры и пингвикула, они идеальны. То есть вот эти не подходят для комариков. Хотя тоже к ним прилипают, но вы знаете, крайне мало. Эти больше подходят для мух. Если у вас есть мухи, залетают комары, или вы, например, хотите ее держать летом на открытом воздухе, то будет она есть, удобрения им не нужны. Опять-таки повторюсь, никакие удобрения не используем, никакой специальный грунт питательный не используем. Чистый торф с перлитом. И муха залетит шикарно, мошка залетит. Вот эти малыши у меня поели, вот эти три, они у меня съели огромное количество вредителей. Вот этих маленьких, сколько вредителей, сколько этих назойливых комариков, да, они их очень активно поели. То есть прям я очень и очень этому факту рад. Они к ним прилипают, у них на листьях образуются своеобразные капельки на всех этих растениях.
есть своеобразный как бы липкий налет. Он не опасен. Опять-таки, у меня иногда попадает на руку, я забуду помыть, никакого раздражения, ничего не появляется. Да, то есть, как-то меня спрашивают, просто опасны ли эти растения. Нет, у них такой опасности нет. Это своего рода их пищеварительный сок. Да, можно так сказать. Они его используют для расщепления тканей, мошек, насекомых. Они могут даже какую-нибудь ящерицу, если упала в крупный непентис, например, говоря о непентисах, упала ящерица или мышь, они могут растворить там, или даже птица маленькая, они могут их вполне растворить. Но все-таки в нашей квартире, я думаю, в домах мыши, ящерицы падать на не будут, поэтому вот этого вполне достаточно. Да? Еще какой момент, они цветут. Периодически цветы у них не особо интересные. Всегда цветонос выбрасывают они очень высоко, чтобы опыляющие их растения, насекомые не попали в ловушку. Да? Например, вот эта красавица Венерина мухоловка, она цвела у меня очень активно и, соответственно, выбросила высокий цветонос. Какой еще момент стоит отметить при их уходе? В Саррасене и Венерина мухоловка, у них должен быть период покоя. Пока я еще ничего о нем не могу сказать, но храпит спит. Такой храп стоит. Пока ничего об этом еще не могу сказать, да, об их периоде покоя, но знаю, что им нужно понижать температуру, и вплоть до того, вот как у меня, где я живу, нет такой возможности, чтобы были низкие температуры, у меня всегда одинаковая температура здесь, да, поэтому их нужно убирать даже в холодильник, то есть мы прекращаем их активно поливать, они начинают подсыхать. Кстати, процесс усыхания труб у этих растений – это абсолютно естественный и нормальный процесс. То есть не бойтесь, если у вас начали засыхать трубки, вы можете видеть, да, на своем экране растения засыхающими трубками, это их нормальный процесс. Их можно удалять, можно оставлять. Когда их уже очень много, можно, конечно, часть удалить, чтобы не терялась совсем эстетика растения. Но я стараюсь их вообще не трогать, ничего им не удаляю. Вот что отмирает, когда оно уже прямо если падает непосредственно, да, я убираю. А так я их держу как есть. Мне они нравятся вот именно своей вот этой дикой эстетикой, каким-то своим видом таким, да, именно природным. Не знаю, мне кажется потрясающими растениями. Так вот, их этим саррасениям и мухоловке примерно 3 месяца в году нужно отдыхать. То есть у них должно полностью все усохнуть, вся листва, да. Если не хотите, чтобы усухало, то берите вот такие дросеры, например, да, или пингвикулы. Из пингвикулы можно вообще сделать красивые композиции, они очень интересные растения. Они не имеют такого явного периода покоя. Эти же имеют. Что еще можно сказать? Размножаются они либо делением куста, если куст очень крупный, либо семенами, если вдруг они опылились, да, тогда можно семенами их опять посеять в хорошо влажный субстрат. Субстрат, как я еще раз повторюсь, всегда должен быть мокрый, прям мокрый у этих растений. У непентиса, который у меня, я его поливаю, то есть я его не держу все время в воде, он просто должен быть влажным, не пересыхать, да, сильно, но прям болото, как у этих, я не держу, это вообще болотные сами по себе растения. Поэтому всегда, друзья, максимальное количество воды. Во время периода покоя, соответственно, без воды все усыхает и температура плюс 5 градусов примерно, либо в холодильник. Я держу их на восточной стороне, их единственное стоит притенять от южных окон. На южных окнах они могут погореть, а западные, восточные им подходят идеально. Притенения мне им не нужно, кроме вот этой пингвикулы. Опять-таки я говорю о сортах, какие есть у меня. Не люблю делать видео, просто образно рассказывая, да, не знаю о чем. Я говорю то, что вот я у себя за ними заметил. Все. В целом вот такая информация. Очень простые растения. Если есть еще какие-то вопросы дополнительные, вроде бы мы все обсудили. Но если есть еще какие-то вопросы, спрашивайте. Да? Горшки. Опять-таки, горшки лучше всего им использовать пластиковые или стеклянные. Тоже, опять-таки, керамические горшки. Не керамические, а глиняные, не обожженные. В них может быть большое количество минералов, которые могут быть вредны для этих растений. Это я читал об этом. Я сам не пробовал. У меня все сидит в пластике. Ну вот я рекомендую, опять-таки, пластик. Вообще не проблемно, все оставляем, все они там собирают этих мошек, питаются, ничего не удобряем, просто всегда наливаем много воды. Если мы уезжаем, я собираюсь скоро в отпуск, и я, скорее всего, поставлю какие-то прям большие колбы, вы знаете, чтобы вода, потому что вода очень быстро уходит, моментально 2-3 дня, и вот этот такой вот поддон, он становится сухим абсолютно. Поэтому все, друзья, пробуйте, экспериментируйте, растения легкие, в целом безопасные, как я уже сказал, да, не нужно их там облизывать, потому что меня просто спрашивают, вредны ли для детей, не нужно, любое растение может быть вредным для ребенка, если он его там съест, например, очень много такого растения, поэтому эти, не нужно их есть, не нужно их давать там нюхать, облизывать собачкам, кошечкам, пусть живут своей жизнью, и все, и наслаждайтесь. С вами был Николай, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Оно было немного сумбурным, но я рассказал именно обо всем опыте, да, который вот у меня с ними есть. Больше каких-то моментов не могу сказать. Также заходите в мой инстаграм при желании, часто я выкладываю фотографии хищников и прочие. Название инстаграм в описании к видео. Все, берегите себя и до новых встреч. Пока-пока.